Всем привет, народ! Сегодня будем обсуждать Telegram-бот Voxel. Я тут с него залип, и даже не по той простой причине, что это там какая-то мега прикольная тапалка, да, или кликер, там, можно назвать какого угодно, там, строитель NFT, а тем, что здесь построен хотя бы, в отличие от других Telegram-ботов, других тапалок и кликеров, нормальный маркет, который, в принципе, очень хорошо работает, и мне это нравится, вот эта экономическая система, да, там, рынок, и когда цену нельзя очень дешево ставить, но дорого можно, и когда людям очень нужен этот товар, то есть спрос рождает предложение, можно продавать, в принципе, за нормальные деньги. Внутриигровые и также, соответственно, за тон, который можно выводить. И перед тем, как мы начнем, советую, не заходите в подобные телеграм-боты, не тратьте время здесь свое, не убивайте жизнь, и тем более не вносите донаты сюда. Здесь тем более это все может схлопнуться, цена может упасть на этот воксель, и вы не сможете даже забрать свое. Не поступайте, как делаю я здесь поступаю очень опрометчиво, но я хочу попробовать, и получится у меня это или нет. Покажет время, если хотите, подписывайтесь на канал, буду постоянно тут вещать, как это все происходит, и когда будет все-таки конвертация у нас вокселей в тон, сколько я смогу обменять вокселей на тон и сколько я смогу тона вывести, отобью я свое, сколько сверху заработаю, все это покажу, а вам это крайне не советую делать, не повторяйте такие эксперименты, как повторяю я готов потерять эти деньги, которые сюда занес. Не буду об этом, по крайней мере, сожалеть. Ну, может быть и буду, конечно, деньги, они всегда деньги, но все же я это делаю ради контента, а вы будете делать это ради того, чтобы заработать, ну, не надо так поступать. Давайте начнем с того, что есть люди, которые играют бесплатно, да, пытаются бесплатно это делать. Расскажу хотя бы немножечко, как облегчить ваш труд, как это можно сделать, ну, чтобы развиваться и, возможно, даже заработать бесплатно здесь чуть-чуть маленечко. Совсем чуть-чуть маленечко, ну, может, даже получится и очень много. Все зависит от рандома, потому что рандомно выпадают здесь у нас, бывают и хорошие модельки, которые можно продать действительно за хорошие денежки. Смотрите, по поводу моей реферальной системы. Никогда ни от кого не скрывал ни в одном ролике, вам тоже показываю. Сейчас на данный момент 35 человек перешло по моей реферальной ссылке. Из них один человек это я. Здесь мультиаккаунтинг не запрещен. У них есть правила, в которых написано, что мультиаккаунтинг не запрещен. Единственное, что он должен не влиять на развитие экосистемы. Ну, как я это понимаю, что если у меня есть второй аккаунт, и я сейчас вот возьму со своего основного аккаунта, быстро выставлю какую-то ну, очень редкую и нужную вещь, очень быстро задешево, из второго аккаунта приеду и ее куплю, да, это уже будет влияние на экономическую систему. Переливание, то есть, ну, туда-сюда этих активов, и за это могут забанить. А так как если я здесь параллельно фармлю, никак не завязываю свои два аккаунта, никто меня за это, наверное, не будет банить. Ну, по крайней мере, так пишут. То есть, и у меня 5 активных рефералов. Рассказываю, как конвертация проходит, по крайней мере, предыдущие. Правила были простые. Любой человек может конвертировать воксели внутриигровые, вот эти вот, которые у нас на балансе, в тон. По вот этому курсу, ну, по крайней мере, он сейчас такой, когда была конвертация, он чуть подупал, так как, ну, востребованность была. Ну, то есть сливали воксели, грубо говоря, за тон, и поэтому цена падала немножечко. Ну, то есть по вот этой вот цене конвертировать в тон, сколько получается тонна, столько и вывести. Но конвертация проходила следующим образом. То есть любой человек мог это сделать, даже без рефералов, но всего 10% от своего баланса. Сейчас, вот, допустим, у меня на балансе там 1 200 000 вокселей, то есть если бы у меня не было рефералов, я бы смог вывести 10%, то есть 120 000 вокселей. И теоретически 120 000 вокселей, возьму сейчас даже калькулятор, 120 000 вокселей по курсу, который сейчас существует, это 0.2022, даже не будем 75 брать, то это получается $264. И если мы разделим на цену тонны сейчас, вот, ну, разделить на 3.62, это бы было 72 тонна. Но они бы забрали 20% себе. Ну и теоретически это было бы не 264, да, доллара, а за минусом 20%, которые они бы как комиссию забрали, это бы вышло там, ну, образно там $220. То есть $220 я бы смог конвертировать без рефералов. Но есть другая система. Если у вас есть 5 активных рефералов, я уже писал в своем посте, огромное спасибо тем людям, я попросил, как бы пост выложил, что можете, ну, кто играет, если по моей реферальной ссылке, можете собрать хотя бы 10 моделек, чтобы у вас был активный реферал, он должен собрать 10 моделей. Вот моделей собрано 2 штуки, там 5-7, да, и кто собирает 10 моделей, получается, он становится активным.
рефералам. И вот когда у вас есть 5 активных рефералов, 5 друзей активных, вам открывается конвертация 20% своего баланса. То есть я бы смог вывести 240 тысяч, и это было бы уже там $520, да, за минусом 20%, там 400, там, образно, там $400. То есть вот как-то так. А далее идет система такая, что если у вас 5 рефералов есть, каждый последующий реферал, который собирает 10 моделек, он добавляет 1%. То есть я тогда в предыдущем ролике своем говорил, что для стопроцентного вывода, конвертации 100%, нужно 85 активных друзей. То есть 5 открывает 20% и 80 открывает по 1% еще 80%. Того 100% можно было бы выводить. Было бы восхитительно, если бы у меня было 85 активных друзей, да, 1 200 000, по тому курсу это там 2 с чем-то тысячи. Ну вот эти вот циферки, да, 2 700, которые у меня сейчас есть на кошельке. Вот такие вот дела. Вот мой баланс сейчас вот по вокселям, по цене. Вот воксель у меня на $2700, да, тон это мой, который я закидывал, он не от продажи. И старсы я здесь тоже за рекламку, но их трачу. И вот давайте рассказываю, как без донатов, бесплатно, если вы все-таки решили не вносить, потому что не надо этого делать, как без донатов. То есть собираем модельки. Раньше было здесь как? У нас здесь указывалось количество пикселей, количество вокселей точнее, для той или иной модели. И, то есть, и мы знали примерно по количеству вокселей, какая модель у нас будет. Также еще все зависело от редкости моделей, которые мы собирали. Давайте сейчас сброшу, покажу, как это все еще раз выглядит. То есть редкость у нас есть базовая, да, там редкая, получается, Unreal, там, нереальная, да, и эпическая, и Gold, золотая. То есть, чем золотая самая редкая, чем редкость выше, тем цена, конечно, соответственно, модельки и выше. То есть и шанс выпадения ее меньше. То есть базовые постоянно выпадают, эти почаще, эти вообще редко, эпические вообще почти не выпадают, а золотые это раз там в веху какую-то. Вот. И как бесплатно можно делать? Раньше, когда были воксели, у нас здесь на балансе видно было, сколько вокселей, можно было примерно понимать, какую мы модельку собираем. У нас здесь есть, помимо того, что коллекции, есть еще и комбо. Сейчас перейдем, все это покажу, кто еще не видел. Коллекции комбо, да, можно было примерно комбо собирать и коллекции собирать, чтобы их продавать на маркете. Вот. А сейчас они убрали, поняли, что люди этим воспользовались, убрали в процентном соотношении. И теперь это плюс-минус. То есть я себе, конечно, накидывал здесь приблизительно, там сколько, вот, допустим, 18% это приблизительно где-то, от 500 до 700 вокселей, то есть модельки. И я приблизительно знаю, какие мне могут выпасть, то есть стоит ее собирать или нет, или лучше сбросить за 15 вокселей. Вот, переходим в сумку. Как можно бесплатно? То есть вам здесь, во-первых, в доходах всякие подписаться на каналы, там все вот это выполняем, задания все, собираем воксели, звездочки нужно, чтобы открывать слоты дополнительные, либо ставить на фарминг, накопить звездочку, поставить на фарминг модельку какую-нибудь. И реклама ежедневно, то есть по 20 вокселей по одной звездочке дают, я уже рассказывал в предыдущем ролике, с телефона отдельно рекламу смотрю на одном аккаунте, и на этом же аккаунте с ПК еще 40 рекламы, то есть у меня 80 я в день с одного аккаунта смотрю. Ну и плюс на втором своем аккаунте там почему-то так не работает, там всего лишь с ПК показывает мне 40 и все. Вот, и когда вы фармите эти воксели, фармите звездочки, вот здесь собираете модельки. Это все будет долго, упорно, но все же вы будете выбивать иногда какие-то редкие, нужные кому-то модельки. Вам может выпасть либо из коллекции комбо, либо из комбо, да, либо из коллекции какой-то предмет, и вы тогда сможете на маркете продать за тон, потому что люди их покупают даже за тон, либо за большое количество вокселей, чтобы дальше собирать, соответственно, модели. Как это выглядит? Переходим в сумку. И вот у нас есть коллекции. Допустим, коллекция Military. Она недавно у нас появилась. У меня не было тона. Не смог я закинуть. Вообще не было свободных нигде. Ни из ДТшечки, ни тон, ничего. Короче, никак у меня не получилось закинуть, чтобы за 15 тонн купить эту коллекцию. И в итоге пришлось ее так фармить. Эта коллекция нам дает приток тона. То есть, если вы ее теоретически выбьете, на звездочках, на рекламе звездочек наберете, можете поставить их все 4 на фарм, и вам будет тон фармиться. То есть, уже можно будет бесплатно добывать. Но если вам она выпала, какая-то из этих моделек, то люди их покупают за тон. То есть давайте переходим сейчас в маркет, да, и забьем даже какую-нибудь, сейчас, секундочку, у меня там все собралось, соберу. Вот у меня сейчас, видите, получается, стоит по 4 часа каждая моделька. И вот, в теории там 3000 вокселей, здесь еще там 6000 вокселей, 9000 вокселей каждые 4 часа. Но это еще не все дальше еще есть модельки. И вот у меня коллекция, получается, золотая собрана ПК, компьютера.
И она мне еще тон приносит. То есть помимо того, что 9000 вокселей, здесь вот еще 5 с копеечками, 6, ну 6000 вокселей. И получается 0,016 тонна за 4 часа. Это все приносит. Но здесь влитый тон. Ну и здесь еще вот 1000 с чем-то. Ну и в общей сложности где-то 15-16 тысяч вокселей раз в 4 часа я фармлю. Это мне помогает для сборки. То есть, ну, собирать эти модельки, какие не нужны, я удаляю. Я в маркет все подряд не выкидываю. Давайте перейдем в маркет, покажу свои лоты. Все подряд не выкидываю, обычные я базовые удаляю, потому что нет смысла, их никто не покупает, они нафиг никому не нужны. Примерно от Unreal я начинаю выкидывать. Вот у меня есть Unreal, это я выбил именно в простой сборке, вот выставил за 0,5 тонна и выставил за воксели. Мне в принципе тон этот пока нафиг не нужен, их особо тут они покупают за тон только коллекции, либо комбо. Вот такие вот обычные за тон очень-очень редко, у меня один раз всего купили. И вот у меня здесь по слотам забито, это 2 коллекционные штучки, они у меня стоят за тон, но я знаю, что их не купят, но у меня и цена здесь 100 тысяч вокселей стоит, стоят пока долго. Вот эти коллекции Military, как я делал, я заходил на рынок, примерно считал, сколько выходит тон в вокселях, да, как примерно это все заработать. И я делал так, что вот эта коллекционная штучка, допустим, стоила 2 тонна. Я его покупал за тон, выставлял там за 400, за 350 вокселей. Люди за воксели охотно покупают, потому что, ну, это пока только внутриигровая валюта и, ну, заработка такового не приносит. То есть им проще ее купить и фармить тон. Все, воксели потратить и фармить уже тон, который можно выводить. И, соответственно, я покупал за 2 тонна, вот выставляю, у меня уже там, я скидывал скрины по 400 тысяч, у меня стояли, они их покупали и по 300, там, по 100, и все-все-все, то есть воксели 1 миллион 120 тысяч вот оттуда. То есть вот приблизительно так я делаю. Как бесплатно? То есть если вы вот так будете собирать это все долго будет. Ну в день, может, одну модельку соберете, ну 2. И с какой-то вероятностью вам может выпасть, в принципе, вот какая-то из этих моделек, золотых, да, голдов. Допустим, выпадет вам вот Мордор, да, Мердер, получается, Сау Мердер из коллекции Military. Ее теоретически, ну за 400 ее не купят. Почему она у меня стоит за 400? Потому что я хочу себе ее включить, но чтобы не занимать у себя слоты, мне нужен звезды, либо тон закинуть, чтобы поставить ее на фарминг. И пока я собираю модельки, она мне сильно как бы не нужна, и места нету. Я ее пока здесь держу, выставил за 400 тысяч. Купят? Ништяк. Не купят, я себе ее потом в инвентарь обратно закину и поставлю уже фармить тон. Они тоже приносят тон раз в час. Вот, если вам выпадет моделька вот эта Мердер, получается, теоретически ее можно, она, если честно, не помню, сколько вокселей, давайте ткнем, здесь видно, да, вот 1500 всего вокселей сборка стоит ее. То есть, ну, если посмотреть рекламу, 40 штук рекламы по 20, это 800, то есть за 2 дня можно собрать такое количество вокселей. То есть за 2 дня собрать ее теоретически могут купить легко за 3-5 тонн. То есть это 3-5 тонн, это 10-15 долларов. Могут купить вот эту модельку. На бесплатной основе будет это все. Либо, если я сейчас выставлю ее за 200-300 тысяч вокселей, ее тоже заберут в течение суток. Ну а на 300-200 вокселей тысяч можно собирать эти модельки. Но шансы выпадения у таких моделек очень-очень маленькие. Но мне уже выпадал один танк, Панзер получается. И я его продал за 320 тысяч, по-моему, да. Если 400 выставил, 320 мне на кошелек упало, 20% забрала комиссии разработчики с маркета. Вот. То есть теоретически они могут выпадать. Также помимо коллекции, давайте перейдем вообще все коллекции, покажу, кто еще до сих пор не видел. Коллекции есть такие, выпадают золото очень-очень редко, так что собрать шанс очень-очень редкий. Вот она коллекция Геймер, да, получается. Тоже выпадение шанс очень-очень редкий. Но вот Коала, она приносит, зоопарк, животные точнее, приносят уже звезды, 5 штучек в час. Если мы собираем коллекцию, вот у нас 4 их штучки, то есть 20 звезд будет в час приносить. То есть в принципе можно уже и на слоты себе фармить, и на то, чтобы ставить себе коллекции какие-то, да, там на фарминг тоже можно тратить все это за звезды. Они вот уже шанс побольше выпадения. Это эпические, но все равно они выпадают очень редко. А вот биткоин, они всего там, воксели прибавляют. Их не особо покупают. Есть смысл их, конечно, собирать. Но их задорого не купят. То есть, за 100 тысяч вокселей, я говорю, они у меня стоят уже долго. Если поставлю за 50, заберут, в принципе.
Вот. Food тоже как бы, ну, не особо, но если попадет, почему бы нет. За тон я не думаю, что кто-то будет его покупать, потому что здесь тон не приносит, и нет смысла за тон покупать. Но за воксели, в принципе, кто-нибудь может это забрать. И вот это вот обычно, и уже почти никто не покупает, она нафиг никому не нужна. Так что вот стремиться нужно к этим золотым всем, которые приносят тон, либо вот к этой эпической, да, которую приносят звезды. Их охотно покупают даже за тон. То есть можно, в принципе, теоретически заработать бесплатно. Идем далее. Помимо коллекции у нас есть комбо. Сейчас оно у меня не открыто, потому что, ну, во-первых, все слоты забиты, все жирные у меня стоят NFT-шечки. А это NFT-шка коллекционная, типа, ну, она из коллекции, покупал я ее. Не коллекционная, точнее, а купленная, она для чего-то нужна будет потом 100%, не просто так ее продавали по акции. Вот, и здесь у нас есть комбо. На данный момент комбо у нас, если не ошибаюсь, там авокадо, мяч и какой-то там демоненок в телеграм-канале у меня есть эта штучка. Их здесь почти не купить на маркете, их раскупают сразу, потому что дает плюс 5 звезд к сбору постоянному. Вот все, что вы собираете, плюс 5 звезд будет вам падать. То есть собираете комбо, получаете каждый фарм плюс 5 звезд. Это ништяк. То есть если они здесь, неважно какие, золотые, обычные, базовые, там любые, если вы поставите сюда себе их на фарм, они вам будут звезды приносить. То есть базовые выбить их в принципе реально. И их даже базовых нету в маркете. То есть если вы выбьете базовую, поставите в маркет за тон, ее обязательно купят. Ну, конечно, не за 100 там, тонн, не за 50, да, ну 3-5 тонн, если выставите, ее заберут махом. То есть за 15 баксов базовую, если выбьете, в принципе, можно это сделать. Вот так бесплатно. Если все-таки с донатами, да, то я заносил, лучше ждать вот этих акций. Я вот это покупал по акции, мне дали 4 слота. То есть они у меня вообще моих слотов не отнимали. Также Military давала 4 слота. Потому что сейчас купить слот это просто, ну, неимоверное количество. Уже подешевле стало. Подтвердите покупку этого товара. То есть слот стал подешевле. До этого был у меня 51 тонн. Давайте, не хватает, да, у меня? Ну ладно. Так что вот, теоретически, если вносить сюда тонн, то покупать на маркете, ждать хорошей цены, потому что, допустим, ну забьем мы тот же, давайте попробуем, в маркете забьем iMac, то есть выбираем с вами Gold, и вот они, в принципе, 2, ну это все равно дороговасто, где-то, ну 1,5, да, там 1 тонн, в принципе, его можно взять. Я брал за 1,2 тонна. Потом на продажу, перепродажу выставил за воксели и за тон. Вот, в принципе, можно взять. И если донатить, то вот, ну, выбирать эти коллекции, покупать слоты дополнительные, потому что, ну, чтобы искать, и вам может шанс тоже выпасть из этой коллекции, чтобы потом продать. Здесь вот покупать слоты, оставлять тон, чтобы ставить на фарм все NFT-шечки. И вот как-то так пытаться здесь набомбить. Здесь хорошо работает маркет. То есть если здесь сидеть очень долго, убивать свое время, что вам крайне не советую, и постоянно мониторить, здесь иной раз можно за воксели забрать какую-нибудь коллекционную штуку, да, либо по дешевке ее, кто-то ее дешево выставил, быстрее ему продать нужно, можно и по дешевке забрать и перевыставить дороже, ну, то есть перекупом быть, купля-продажа, да, там, купил подешевле, продал подороже, и, в принципе, если вы купили там за 1,2 тонны, да, выставить ее за 4, могут забрать, 20% заберет комиссии, то есть 3,2 тонны вы заработали, ну, по сути, там, x2, ну, образно. Можно это делать, это реально. Люди занимаются этой здесь фигней, то есть сидят, постоянно мониторят, потому что я говорю, для комбо, получается, NFT-шечки, модельки вот эти, их здесь не найти. Их здесь только не появляется, их сразу скупают. Только появляется, их сразу скупают. Все, потом перепродают, их тут же опять скупают. Ну, короче, такой круговорот этих моделек. И вот в теории, смотрите, ввалено сюда уже почти под $300 в тоне было заведено. И сейчас, если все-таки откроют откроют конвертацию, да, то в теории у меня сейчас вот 1 200 000 вокселей, да, и я 20%, то есть 240 000 вокселей смогу конвертировать в тон, умножить их на 2,022, да, и это будет $528. Ну, теоретически там x 1,7 я сделал уже. То есть свое отобью и чуть-чуть сверху заработаю. Как только откроется конвертация, я вам по максимуму все это выведу. Все, что есть в вокселе, все выведу и потом потихонечку начну фармить модельки. То есть у меня остались
Буду фармить уже чисто по фану. Заберу свое с прибылью и уже буду по фану до конца идти до аирдропа. Раздадут, не раздадут, я уже как бы в плюсе. Это уже будет нормально. Так что вот такая вот приблизительно тактика. Вот такие вот приблизительно моменты. Так что в маркете здесь можно, в принципе, куплей-продажей заниматься и даже здесь заработать по факту тон. Продавать, покупать, продавать и в тоне зарабатывать. Так что можно здесь крутиться, вертеться. Вот поэтому меня это все заинтересовало. Здесь очень хорошо работает маркет. В отличие от других телеграм-ботов, где их пытаются впихнуть, но это ни хера нигде не работает, потому что все туда вливается и никто ничего не покупает. А здесь занимаются перепродажей, плюс себе ставить, чтобы зарабатывать тот же тон для вывода. Здесь он очень хорошо простроен, продуман, этот маркет, и он отлично работает. Тем более сейчас немножко порезали все по ценам. И шансы выпадения здесь редкие вещи, вот такие особенно коллекционные, они выпадают редко и они очень-очень востребованы. То есть их могут разбирать как горячие пирожки. Вот такое вот сегодня было видео, возможно познавательное. Пишите, играете в Voxel или нет. Если перейдете по моей реферальной ссылке, не для того, чтобы поиграть или внести донат, а просто зайдете, 10 моделек сделаете, мне это будет плюсик за старание, что я делаю контент, у меня хотя бы увеличится процент конвертации, что я могу чуть побольше вывести. Огромное спасибо тем, кто перешел по моей реферальной ссылке, все-таки не послушал меня, но это сделал. Но если все-таки вы смотрите мои видео, у кого там по 7, по 8, и кто бросил, добейте, пожалуйста, до 10, сделайте мне вот бонус небольшой, будет замечательно. То есть более я ничего не требую. Надеюсь, вы прислушаетесь к моим советам, а я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.